Всем привет! Сегодня покажу, как сделать с нуля слайдер до и после. Без плагинов, только чистый HTML, CSS и JavaScript. В конце получится плавный и красивый эффект, как на сайтах портфолио и бьюти студий. Все по шагам и с пояснениями. Погнали! Для начала создадим папку с нашим проектом. Назовем ее слайдер Before After. Внутри нее создадим файл index.html. Index.html. Style CSS для стилей и папочку AMG. Также нам пригодится JavaScript, совсем чуть-чуть. Поэтому добавим скрипт JS. Теперь нам нужны картинки. Для этого перейдем на сайт pixabay.com и в строке поиска введем дерево осенью на английском языке. Найдем наиболее понравившееся. Так. Вот оно. И скачаем себе проект. Папка AMG 01. Готово. Далее нам на помощь придет Gemini. С помощью него мы создадим еще одну картинку с другой порой года. Изначально была идея скачать картинку осенью и переделать ее весеннюю. Но в итоге я все-таки решил оставить лето и зиму. Так. Вот такая картинка получилась у нас летом. По-моему, очень даже неплохо. Скачаем в нашу папку 01. И нам остается зима. Вот результат. Отлично. Скачиваем 02. Далее я немного занялся баловством. Вот я так отдыхаю на берегу океана, попиваю мохито, но это уже другая тема. Теперь откроем проект в любом текстовом редакторе. У меня это Visual Studio Code. В папке AMG нам уже не нужен 01 JPEG. Осенняя фотография. Можно ее удалить. В index.html создадим базовую структуру с помощью Shift и Tab. Подпишем title, slider, before, after. Подключим стили с помощью тега link и подключим JavaScript. С помощью тега script укажем путь script.js. В боди добавим блок с изображениями, image блок, в котором у нас будет картинка летом, папка AMG 01 PNG, Alt не забываем прописывать, и внутри нее блок с картинкой зимой, image after. Можно скопировать и поменять название 02. Также нам не хватает ползунка input type range, name, range btn от 0 до 100. И сразу зададим значение 50. Стал CSS. Берем все ненужные стили
отступы, внешнее, внутреннее, box, size and border box. Для body зададим min height 100 VH, display flex, выровняем по центру нашего экрана и зададим фон. Для блока image block укажем ширину 500 пикселей, высоту 400 и зададим position relative. И теперь для изображения внутри этого блока мы задаем position absolute. На всю ширину, на всю высоту растянем Object Fit Color и небольшой бордер 10 пикселей. Вот с таким цветом. Для нашей зимней картинки Image After мы также задаем Position Absolute на всю высоту и не указываем ширину, так как ширина у нас задаваться будет через JavaScript. Left 0 и обязательное свойство Overflow со значением Hidden. Для того, чтобы видна была только часть второго изображения. Вскоре вы все поймете, но пока нужно это запомнить. Для Image After AMG задаем также на всю высоту. И нам остается стилизовать ползунок. Input с типом Range, Position Absolute, Z-индекс укажем побольше, 10, на всю ширину, на всю высоту. Background прозрачный. И Appearance None. Для сброса внешнего вида нашего ползунка. Продолжаем писать код для нашего ползунка. И не забываем про поддержку браузеров. Здесь можно скопировать. Так. Range. Есть. Border. None. None. Appearance None также. Ширина 7 пикселей. Высота 430. Фон голубого цвета. Border радиус 5 пикселей. Также можем задать небольшую тень. Этого же цвета. Готово. И курсор также поменяем на E-Resize. Есть. Про WebKit браузеры также мы помним. WebKit. Слайдер. Есть. Здесь нам нужно поменять только одно свойство. WebKit Appearance None. Все остальное оставляем как есть. Наш ползунок готов, но осталось добавить интерактив. Сейчас мы видим только картинку до.
так как она выше по слоям. Сейчас мы это поправим. Для начала получим необходимые переменные. Image блок. Image блок. Есть. Оболочку для изображения после. Image after wrap. Image after. Само изображение. Image after. AMG. И наш ползунок. Range BTN. Range BTN. Теперь нам нужно получить ширину изображения автор. Для этого создадим переменную wrapper width image блок и укажем свойство клиент width. С помощью него мы сможем получить значение ширины нашего блока. И зададим image after с помощью style width свойства wrapper width и не забудем про пиксели. Давайте проверим. Что у нас получилось в консоли. Так. 500. Да, на самом деле наш блок занимает ширину 500 пикселей. Но если мы чуть уменьшим его и перезагрузим, 410. 410. Все верно. Значит, мы на правильном пути, и нам остается совсем немного. А именно, изменять ширину при изменении ползунка, изменении его местоположения. Обратимся к ползунку и добавим обработчик событий. Событие input, update width, будем обновлять ширину, есть. Давайте сразу запишем, чтобы при загрузке страницы она вызывалась, эта функция. И создадим ее. Внутри нее добавим переменную со значением ползунка range value и получим ее из самого ползунка. Мы указывали в HTML value есть. Можем вывести в консоль, посмотреть, что у нас получается. Так. Меняем положение. Cannot. Так. Ошибку видим. Так. Проверим. Range btn. Индекс HTML. Угу. Мы забыли про ID. ID. Range btn для ползунка. И видим сразу изначальное положение 50. Value равно 50. Попробуем изменить. И, соответственно, значение меняется. И теперь нам остается лишь задать ширину нашему изображению image after wrap style
с помощью обратных кавычек range value и проценты. Отлично. Видим, как все работает. Изображения плавно меняются при изменении значения ползунка. И теперь, что касается Overflow Hidden, давайте попробуем закомментировать image автор. И видим, у нас сейчас только одно изображение. Только image автор, так как оно не обрезается нашим ползунком. Есть? Есть. Это понятно. И теперь, чтобы полностью все соответствовало, мы поменяем название изображений. Сначала лето, потом зима. Я думаю, так будет лучше. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и обязательно загляни в мой Telegram. Там я провожу викторины по знаниям HTML, CSS и JavaScript. Периодически провожу розыгрыши и делюсь отрывками из своей жизни. Также канал можно поддержать на моем бусте и получить доступ к дополнительным материалам и закрытым урокам. Все ссылки можно найти в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.